В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня говорим о ситуации на линии боевого соприкосновения и продвижении российских войск. С нами на связи полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Здравствуйте, Геннадий Тимофеевич. Добрый день. За минувшие сутки произошли мощные взрывы в Одесской, Харьковской, Черниговской областях. Какая там сейчас ситуация? Да, буквально за последние дни, включая сегодняшнюю ночь, значительно, я бы отметил, возросла огневая активность с земли и с воздуха со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Нанесены массированные обстрелы по аэродромам, военным объектам, местам сосредоточения техники, боеприпасов, наемников. В частности, это имеется в виду Николаевская, Одесская области, а также усилена активность наша на Харьковском направлении, которое я неоднократно подчеркивал и подчеркну еще раз. В данный момент, судя по конфигурации всей линии боевого соприкосновения, оно является ключевым. Одновременно так получилось, что с выполнением боевых задач на Харьковском направлении, в частности севернее и южнее Харькова, где идут активные боевые действия на участках, Купянский участок фронта, Липцевский и Волчанский. Одновременно наши вооруженные силы, группировки «Север» и «Запад» выполняют задачу, ее никто не отменял, по установлению санитарной зоны, буферной зоны на приграничье, на территории Харьковской области. Так уж сложилось, что фактически эта санитарная зона создается и ее наблюдают, а если называть вещи своими именами, фактически Белгородский регион, чуть меньше Курская область, фактически находятся на линии огня. Это Белгородское приграничье, которое регулярно обстреливается со стороны ВСУ. Вот так или иначе, вот это создание санитарной зоны, а также войсковая операция на Харьковском направлении, они так или иначе взаимосвязаны. Тут один только любопытный факт. Вот буквально день назад состоялась встреча министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Сами понимаете, вообще, если судить, мониторить весь информационный паблик, то я лично не припомню случая, чтобы министр обороны специально встречался с главой региона. Значит, естественно, на нем обсуждались вопросы не только взаимодействия местной власти и с военными, а также решение вопросов, в том числе связанные с созданием санитарной зоны. А теперь конкретно по некоторым важнейшим моментам. От чего, в общем-то, зависит в ближайшем будущем, я так надеюсь, да, даже не надеюсь, а, в общем-то, уверен в этом, дальнейшее решение наших задач на Харьковском направлении. Первое. На мой взгляд, выскажу свою точку зрения, мы выполнили одну из главных задач согласно замысла. Военные воюют по документам. Не просто спонтанно мы с 9 на 10 мая ввели наступательные действия в сторону Харьковской области. Нет, конечно. Был замысел, был план. И так вот, одна из главных задач выполнена. Нам удалось втянуть своеобразную горловину на Харьковском направлении, противника вынудить и его перебросить
боеспособные подразделения с других направлений, тем самым оголив там тылы, имеется в виду тот же Купянск, тот же Часов Яр, даже с Херсонского направления они перебрасывали в Харьковскую область свои дополнительные силы и средства. Мы эту задачу выполнили. Мы закрепились на двух главных плацдармах севернее Харькова. Это Липцы и Волчанск. Противник там упорно контратаковал, особенно на Липцевском направлении. Волны шли атак противника на 3 участках. Я просто очень знаю хорошо это место, я там родился и вырос. Это вот именно Липцевский участок, это он примыкает к Травинскому водохранилищу. И там противник с 3 направлений пытался захватить наш плацдарм в районе населенного пункта Глубокое. Им не удалось, раз. Во-вторых, они потеряли большое количество личного состава и техники. И третье, там действовала боеспособная 92-я бригада ВСУ. Она понесла огромные потери. Огромнейшие потери. Один только примечательный факт. Туда подтянули, скажем так, полевые крематории. Мало кто об этом говорит. Геннадий Тимофеевич, ну вот сейчас ВСУ активно отступают, а успевают ли наши войска выстраивать достаточно укрепленную линию обороны? Смотря на каких участках, смотря какие задачи выполняют наши войска. Пример. Купянск. Там не идет речь об обороне, тем более стратегической. Более того, скажу, даже активная оборона. Мы поддавливаем со всех сторон. Нам осталось перекрыть одну из основных автомагистралей. Это Боровая Ковшаровка. И фактически мы, если овладеем, там 5-6 километров осталось, этим важным транспортным рукавом, логистическим узлом, фактически мы разделяем левобережную группировку противника на 2 части. Ну, помните, как было в Авдеевке? Мы что же разрезали на 2 части и нанесли ударов с флангов, и противник там попал в огненный мешок. Что-то подобное намечается и в Восполе. Возле реки Оскол, Купянский участок, а между прочим, там 8 бригад. 8 бригад противника бьются на левобережье реки Оскол. И уже некоторые части они перебрасывают на правый берег и в спешном порядке оборудуют там фортификационные инженерные сооружения. Вот вам ответ на вопрос о нашей обороне. Второе. На Липцевском участке, да. Плацдарм. Что такое закрепление плацдарма? Это фактически выстроить прочную линию обороны и не дать противника прорваться. Противник пытался, не получилось. Мы полностью контролируем, а значит мы решаем уже другие задачи наступательного характера. То же самое Волчанск. Там идут жесточайшие бои непосредственно в городе Волчанске. Вот Запад заявляет, что русские двинулись к воротам Днепропетровска, да, и это худший сценарий для ВСУ. А какие перспективы открываются на этом направлении для наших войск? Вы имеете в виду направление в районе Днепропетровска? Именно. Дело в том, что я вам скажу прямо, я хорошо владею ситуацией на Харьковском направлении и в общем, судя по нашей официальной информации и судя по информации моих друзей, военкоров, которые имеют большой стаж, с кем я еще выполнял задачи во время чеченской кампании. Так вот, такого направления Днепропетровского как такового еще нет. Есть направление в сторону Днепропетровской области. Именно в сторону. В сторону Днепропетровской области. В равной степени, как и Торецк, как и Запорожье, как и Донбасский участок. Вот Курахово. Там наши ведут планомерные, методические наступательные действия. Там нет широкомасштабного наступления в классическом понимании этого слова. Там мы просто поддавливаем, такая тактика, при активной поддержке с воздуха. Здесь исключительно работает наша ВКС, ФАБы, КАБы,
дальнобойная артиллерия. И так или иначе, возвращаясь к вашему вопросу, судя по всей конфигурации, я опять же высказываю только свою личную точку зрения, с учетом боевых действий и на Харьковском направлении, так или иначе, на мой взгляд, мы решаем вопрос, выталкиваем противника по линии Днепра. По линии Днепра. Вот это, если мы эту задачу решим, то это будет один из основных, ну, скажем так, промежуточный успех при решении задач летне-осенней кампании 2024 года. Я бы так осторожно бы предположил и высказался. Можно ли сейчас говорить, что идет активная фаза наступления? Нет, я бы так не сказал. Что такое наступление? Понимаете, есть разведка боем. Это тоже один из примеров наступательных действий. Есть вопрос оперативно-тактического, смотря какой характер. На линии фронта в основном наши войска, находясь где в активной обороне, где, ведя разведку боем, наступательные действия, эти действия решают оперативно-тактический характер. Они еще не переросли в оперативный. Оперативный характер, если уже идет какое-то мощное наступление по фронту, по линии фронта. Но тут есть такая тенденция. Если фронт на каком-то участке, тот же Харьковское направление, тот же Часов Яр, то же направление в сторону Днепропетровской области, он рухнет, вот тогда уже по всем канонам, по всем классическим схемам военного искусства мы можем осуществлять прорывные наступательные действия, осуществлять главный удар, вспомогательный удар. Вот это тогда можно уже говорить о решительном наступлении наших войск. Пока такого еще на линии фронта не наблюдается, но тенденция к этому уже явно вырисовывается. Наблюдается следующая тенденция. Чем критичнее ситуация для ВСУ, тем активнее они бьют по мирному населению. Вот в чем смысл такой тактики? А что смысл? Эта тактика была еще разработана в прошлом году и стала осуществляться весной этого года на примере Белгородского региона. Это такая своеобразная натовская тактика, называется воздушное наступление. Что она преследует? Линия боевого соприкосновения с Белгородским регионом и Харьковской областью составляет там, несколько километров. Допустим, между Волчанским участком и Липцевском серая зона. А что такое серая зона? Это серая зона от нашего блокпоста до блокпоста противника. Там противник может наносить удары ствольной артиллерии по Шебекино, Грайворону и так далее. Он это и делает. Это раз. Потому что линия фронта там не выровнена. Второй момент. Они туда специально еще весной, да, какой весной, еще в конце декабря прошлого года подтянули РСЗО. Реактивные системы залпового огня и натовского производства, так и своего. У них там Альха есть отечественная. И вот они собрали такой кулак, РСЗОшный плюс оперативно-тактические комплексы, допустим, .У, и подтянули Хаймерсы, РСЗО американского производства, и периодически, а можно даже сказать регулярно, наносят удары. Во-первых, это кошмарить приграничные районы, раз. Второе, дать возможность наземным силам, в первую очередь инженерно-саперным подразделениям, выстроить долговременную линию обороны, в частности, допустим, вокруг Харькова. Вот эти они цели и преследуют. И пока мы, опять же, возвращаясь к нашей теме, к нашему начальному разговору, пока мы эту санитарную зону не отодвинем подальше от границы с Белгородской областью, к сожалению, такие обстрелы могут продолжаться. Так и будет прилетать. Да, вот поэтому и наши сейчас решают сложнейшую
сложнейшую комплексную задачу. Вы понимаете, она носит и военный, и политический характер. Тут все, как говорится, перемешалось. Но тенденция идет к тому, что мы эти задачи, пусть со скрипом, называя вещи своими именами, но решаем. И тенденция к дальнейшим наступательным действиям у нас явно вырисовывается. Спасибо, Геннадий Тимофеевич. С нами на связи был полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.